Здравствуйте, я Косарев Дмитрий, ученик 6 Б класса. Мне стало интересно, как появились в нашем языке различные названия. Особенно заинтересовало меня происхождение названий домашних животных. Всегда ли они так назывались? Откуда взялись их наименования? В каких других языках можно встретить сходные понятия? На эти вопросы я решил найти ответ с помощью этимологии. Моя исследовательская работа называется «Тайное название домашних животных» или «Слова родственники». Мы выдвигаем гипотезу, что языки, входящие в индоевропейскую семью, в частности славянские языки, имеют общую основу лексики, что проявляется в сходстве некоторых форм слов. Цель работы изучения исторической основы образования названий домашних животных в некоторых славянских языках и установление сходства лексики этой группы понятий. Задачи работы вы видите на слайде. Предметом исследования является название домашних животных в некоторых славянских языках. Актуальность исследования заключается в неиссякающем интересе к истории происхождения лексики русского языка, к изучению культурного наследия наших предков, в связи изучения этимологии с обогащением словарного запаса человека. Использование материалов этой работы возможно при таких школьных предметах, как русский язык, биология и любых сопутствующих элективных курсов. Методы исследования: теоретический, исследовательский и сопоставительный метод. Что же такое этимология? Это раздел языкознания, исследующий происхождение слов, их первоначальную структуру, родственные отношения к другим словам того же самого или других языков. Зародилась эта наука еще в Древней Греции. Над смыслом слова задумывались такие древнегреческие философы, как Гераклит Эфесский и Платон. Этимологических словарей очень много, но можно выделить следующие. Словарь Макса Фасмера, немецкого лексикографа. На русский язык он был переведен и дополнен в 60-х годах советским этимологом Трубачевым. Краткий словарь русского языка Шанского, словари Даля, Виноградова, Ильяхова, Глинкина, Аникина. Корова, овца, баран, лошадь – это самые распространенные домашние животные на селе. Сегодня, как и много веков назад, они приносят большую пользу человеку. И в деревне моей бабушки тоже много таких животных, но никто не знал, почему они так называются. Тогда я заглянул в словарь. Среди двора стоит копна, спереди вилы, сзади метла. Конечно, вы догадались, это корова. О любящем и бережливом отношении людей к этому животному говорят многочисленные народные загадки и песни. Корова в христианской семье всегда олицетворяла богатство и достаток, а в Индии корова с древности считается священным животным и воплощением Великой Матери Адити и Земли. Это похоже на отношение русских крестьян к животному. Откуда же такое сходство? Русский язык входит в семью индоевропейских языков. В нее входят языки славянской группы. К восточнославянским относится и русский язык, наряду с украинским и белорусским. Кроме того, индийский язык хинди, а также и латинский, входит в индоевропейскую семью. Сходство происхождения языков отражается на слове корова. Крава, крова, крава, корова, корова. Кроме того, интересно сходство их пословицах с поговорками. Итак, корова – общеславянское слово. У него много родственников в языках наших соседей. Изначально латинское слово переводилось как рог, то есть рогатый, крупный рогатый скот. Но слово говядина появилось еще раньше и обозначало мясо любого крупного рогатого скота. То есть общеславянское говедо обозначает крупный рогатый скот. Это же слово произошло от индоевропейского корня «гоу», как и английское слово «коу». Владимир Иванович Даль в своем словаре упоминал это слово «говяду». Образование же слова «говядина» произошло суффиксальным способом, так же, как и в других словах: свинина, конина, баранина, телятина, козлятина. Вот и получается, что суффиксы можно назвать, как это не смешно, мясным. На санскрите корень «го» обозначает следующие слова: бык, корова, небо, солнечные лучи, глаз и земля. Вот вам и священное животное, и кормилица. Но разве можно сочинить такое про нелюбимое животное? Овечка – еще одно не менее полезное животное, происхождение названия которого меня заинтересовало. Несмотря на то, что в наше время слова овца и баран часто используются для указания глупости человека, в древности эти животные очень почитались и считались священными. Об отношении к овце говорят пословицы, поговорки и загадки славянских народов. Образовалось слово овца от общего для всех индоевропейского языков корня овис – одевать, то есть животное, одетое шерстью. Проследим сходство родственных языков на слове овца: авика, авис, овца, овце, овечка. Мы видим, как похоже это слово овца в разных славянских языках. И по звучанию, и по общему корню, значит, перед нами общеславянское слово. Такое же сходство наблюдается и в звучании слова баран: биран, бираник, буран, баран. Тоже удивительное сходство мы встретим в пословицах. Сходство баран образовалось суффиксальным способом, то есть с помощью присоединения к индоевропейскому
корню суффикса «ан», характерного для названий животных и птиц, так появилась древнерусская «барань». В русском языке форма с буквой «а» возникла только в конце XIV века. Ни пахарь, ни кузнец, ни плотник, а первый на селе работник. Куда же на селе без лошади? К лошади отношение было очень бережным и уважительным, что проявилось в русских народных песенках. Лошади доверяли даже предсказанию судьбы. По поведению лошади судили о погоде, а в древности слово «лошадь» не использовалось, а вместо него говорили «конь». Богатыри никогда не называли своих боевых четвероногих товарищей лошадьми. Успенский в своем этимологическом словаре школьника тоже упоминает это явление. Вот и получается, что слово «конь» исконно славянское, а слово «лошадь» заимствованное. Существует две версии происхождения слова «конь». Первая, что слово произошло от латинского «кабалус», что означает «конь». Корень «коп» в древнем общеславянском слове «кобыла». Вторая версия происхождения от кельтских слов «канко», «конка», «конек», «конек-горбунок», а значит более древнее происхождение. Как же звучит это слово на славянских языках? Кон, кун, конь, коня. Смысл болгарской пословицы нам тоже понятен. Слово «лошадь» действительно заимствовано из тюркских языков, а «лаша» означал «конь», «мерин». Подтверждение находим в пословицах крымских татар. Слово «лошадь» предположительно образовалось суффиксальным способом. «Лоша» в украинском языке означает «жеребенок», плюс суффикс «адь». Чтобы подтвердить свою гипотезу, я предложил одноклассникам пройти небольшое исследование, в ходе которого им надо было узнать названия животных на разных славянских языках. И вот что получилось. В исследовании участвовало 20 человек, количество справившихся – 16, количество ответивших с небольшими ошибками – 4 человека, не справившихся – нет. Таким образом, практически все ученики моего класса узнали славянские слова и смогли правильно распределить их на группы – корова, баран, конь, овца. А значит, мое предположение о родственности славянских языков подтвердилось. Итак, в ходе исследования я пришел к выводу, что действительно славянские языки очень близки между собой. Несмотря на то, что славяне занимают обширную территорию, происхождение их лексики имеет одни и те же корни. Моя гипотеза о том, что славянские языки имеют общую основу лексики, полностью подтвердилась. И людям впору поучиться у своего языка и вспомнить о дружбе, взаимопонимании, любви. Спасибо за внимание.